начале 80-х, когда только зарождался бум на вседорожные мотоциклы, появилась очень интересная модель Moto Morini Camel 500. Напомню, именно на аппаратах этой марки начинал свою карьеру легендарный Джакомо Агостини, будущий 15-кратный чемпион мира. Camel 500 дебютировал осенью 80-го года, практически одновременно с BMW R80 GS, считающийся родоначальником этого класса. Его изюминкой стал неординарный двухцилиндровый V-образный двигатель, который спроектировал молодой конструктор Франко Ламбертини. Ему было всего 26 лет, но до того, как попасть в Moto Morini, 6 из них он проработал в Ferrari, а для любого итальянского промышленника нет лучшей рекомендации. Поскольку у Ламбертини не было опыта конструирования мотоциклов, он спроектировал двигатель во многом по автомобильному, что пошло лишь на пользу делу. Прежде всего он взял схему, подзабытую в европейской мотопромышленности V-Twin, и выбрал необычный угол развала 72 градуса. Компромисс между требованиями уравновешенности и компактности мотора. Извечную проблему этой схемы, плохое охлаждение заднего цилиндра, он постарался решить, разместив на одной шейке коленвала несимметричные шатуны. Стержни и верхние головки сдвинуты наружу относительно нижних головок. Такой нехитрой манерой он добился смещения оси заднего цилиндра на 50 мм относительно переднего. Цельно кованый коленвал вращался в шарикоподшипниках. Совершенно необычным для мотоциклетного мотора было применение камеры сгорания в поршне с плоской внутренней поверхностью головки цилиндра и параллельным расположением верхних клапанов. В автомобилестроении эта схема как раз входила в моду. Камера сгорания, полученная не отливкой, а металлообработкой, имела довольно сложную форму. Верхняя ее часть, узкие полумесяцы, обеспечивала сквиш-эффект. Завихрение смеси при проходе поршня в верхнюю мертвую точку за счет ее выталкивания из образующихся при этом узких щелей. Дополнительно завихрению, а значит и лучшему перемещению смеси, способствовала форма впускного канала в головке цилиндра. Верхние клапаны через короткие штанги и коромысла получали привод от размещенного в развале цилиндров распредвала, приводимого зубчатым ремнем, впервые в мотоциклетной практике. Чтобы увеличить пространство для размещения распредвала и уменьшить общую высоту двигателя, Ламбертини сместил вниз точку пересечения осей цилиндров относительно оси коленвала. В итоге нестандартный 478-кубовый четырехтактный двигатель выдавал 39 лошадиных сил максимальной мощности на 7400 оборотов в минуту, которых мотоциклу, учитывая его небольшой вес в 137 кг, вполне хватало. За питание отвечали два 26-мм карбюратора Делорто. Позже Ламбертини провел модернизацию этого двигателя. Обновленный агрегат под обозначением 501, реальный рабочий объем стал 507 кубических сантиметров, получил цилиндр с некосиловым покрытием вместо чугунных гильз. В 1984 году этот мотор появился на новом Moto Morini Camel 501.
Еще одним новшеством стало электронное зажигание с корректировкой угла опережения. Ламбертини хотел применить и электрозапуск, но руководители компании зарубили идею на корню, мотивируя это тем, что покупатели компании привыкли к кикстартеру, а электрозапуск к тому же и слишком дорог в производстве. Они же настояли и на правом расположении рычага переключения передач, традиционном для мотомарини, но уходящим из мировой практики. Позже Ламбертини все-таки пришлось внедрять электростартер и переносить рычаг переключения ценой немалых переделок. В итоге мотомарини Camel получился удачным и был очень популярным мотоциклом в 80-х, особенно у себя на родине. Он считался действительно универсальным байком. Люди ездили на нем как в городе, где Camel чувствовал себя отлично, так и без проблем выбирались на бездорожье.